Привет! С вами Натали, Экотрипс, и сегодня мы с вами в Тель-Авиве. Сегодня в Израиле большой праздник – Йом-Кипур, День Возмещения. Как вы можете заметить, все дороги перекрыты для дорожного движения. Никакой транспорт не ездит, только велосипеды. И чем же сегодня занимаются люди? 24 часа закрыты все магазины и остановлено все движение на всех дорогах страны. Кто-то идет в синагогу, кто-то выезжает покататься на открытых дорогах. Каждый развлекается как может. В общем так, давайте я вам лучше расскажу о празднике и о 10 вещах, которые я делаю для этого. Тебя заботят проблемы окружающей среды и ты любишь путешествовать? Подписывайся на мой канал Экотрипс. Согласно Талмуду, сегодня Бог выносит вердикт людям за весь прошедший год. Я думаю, что сегодня хороший день, чтобы задуматься о своем экоследе. Хочу сказать, что я не считаю себя идеальным примером в плане использования экопродукции и сокращения экоследа. Я просто стараюсь, когда есть возможность, сделать выбор в пользу более экологичной продукции. Я думаю, это не совсем правильно, заметив в руках у человека, который занимается экологией, пластиковый стакан, говорить, что он лицемерит, как это случилось с лидером канадской партии экологов. Я думаю, стоит смотреть на действия человека более объемно и без фанатизма. Когда ритм жизни очень быстрый, мы можем просто не успеть захватить с собой многоразовую бутылку с водой, либо, покупая напитки на вынос, просто не иметь другого выбора. Это сложно использовать только экологичную продукцию, когда вокруг тебя, можно сказать, враждебная среда, и тебе постоянно дают пластиковые стаканы, трубочки для напитков. Но я все же стараюсь сократить свой экослед и пользоваться экопродукцией. Сейчас я вам расскажу 10 очень простых действий, которые несложно соблюдать и которые помогают сократить наш экослед. Так, действие номер 1, которое я делаю, это я сортирую мусор. Всегда и везде, где бы я ни жила, уже много лет, я сортирую мусор. Как минимум я отделяю пластик. Сейчас это не очень удобно, потому что в Израиле контейнеры для пластиковых бутылок стоят не там же, где стоят контейнеры для всего мусора. Поэтому приходится собирать пластиковые бутылки отдельно, брать с собой эту сумку и выбрасывать их в отдельный контейнер. Но я думаю, оно того стоит, поэтому я продолжаю это делать. Второе экодействие. Я использую бамбуковую зубную щетку. Эта зубная щетка выглядит совершенно так же, как обычная зубная щетка, но вместо пластиковой ручки мне используется бамбуковая ручка. Большинство зубных щеток никогда не перерабатываются. Они заканчивают свою жизнь на полигонах бытовых отходов, в океанах, даже на склонах гор. Можете себе представить, сколько зубных щеток накопилось на планете, учитывая, что мы меняем свою зубную щетку в среднем раз в 3 месяца. Наверное, это огромная гора зубных щеток. Цена на eBay от 70 центов до $6. Это стоит 4. Третье экодействие. Я стараюсь не писать на бумаге. Все записи, которые мне необходимо делать, я стараюсь делать в своем телефоне, либо в ноутбуке, в заметках. Не могу сказать, что это всегда так удобно. Иногда действительно намного проще взять бумагу, ручку и записать что-то мелкое. Но чаще всего мы запишем просто номер телефона на бумаге, а затем мы выбросим это. И я понимаю, что, наверное, это не слишком экологично и не очень хорошо просто убивать деревья ради того, чтобы сделать маленькую запись на бумаге, а потом выбросить ее. Потому я стараюсь записывать все в электронном виде. Четвертое экодействие. Я использую
экологичные моющие средства. Это моющие средства для дома, для посуды. Также это мыло, гели для умывания. Основная причина – все моющие средства содержат поверхностно-активные вещества. Существует 4 вида поверхностно-активных веществ – анионные, катионные, амфотерные и неионные. Да, в этом легко запутаться. То, что нам нужно запомнить, чаще всего используются анионные поверхностно-активные вещества. Они наиболее токсичны. В экологичных моющих средствах чаще всего используются неиногенные, синтетические поверхностно-активные вещества. Они 100% биоразлагаемые. Проблема в том, что поверхностно-активные вещества попадают в сточные воды. К сожалению, далеко не везде сточные воды очищаются идеально, и часто поверхностно-активные вещества попадают в реки и далее в моря и в океаны. Они негативно влияют на экосистему, разрушают ее и негативно сказываются на морских обитателях. Экологические моющие средства содержат неиногенные поверхностно-активные вещества. Они 100% биоразлагаемы, они безопасны для кожи и также они безопасны для акваториев. Проблема в том, что они немного дороже. Это стоит 1 литр $8, обычная стоит 1 литр $4,5. Пятое экодействие, которое я совершаю, я использую биоразлагаемые пакеты для мусора. Сейчас биоразлагаемый пластик стоит дороже, чем обычный пластик, и это основная проблема. Однако не биоразлагаемый пластик имеет свою скрытую цену. Мы не задумываемся о том, сколько средств придется потратить, чтобы нейтрализовать все эти токсичные вещества, которые выделяются на свалках в процессе их долгого разложения. 10 мешков для мусора стоят $8,5, а обычные $3,5. По мере возрастания спроса на биологически разлагаемый пластик, цены на него будут снижаться. Мы с вами, покупатели, мы определяем, куда движется рынок. Поэтому, если у вас есть возможность покупать биоразлагаемые пакеты, делайте это. Религиозные люди соблюдают Йом-Кипур 3000 лет. Традиционно в этот день верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воздержание от приема пищи и воды, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу. Многие израильтяне постятся в этот день. В этот день ничего не работает, все магазины закрыты. Сегодня никто не ездит на машине, исключение составляет лишь скорая помощь и полиция. И также в арабских городах открыто движение. Шестое экодействие, которое я совершаю. Я стараюсь как можно меньше использовать автомобильный транспорт. Я стараюсь много ходить пешком, использовать электросамокаты, либо пользоваться публичным электротранспортом. Седьмое экодействие, которое я совершаю. Я стараюсь не использовать пластиковые пакеты при покупках. Иногда это бывает сложно, потому что часто мы совершаем какие-то спонтанные покупки, и мы просто не подумали и не взяли с собой эко-сумки. Сейчас я стараюсь планировать свои покупки и брать с собой большие эко-сумки и даже маленькие сумки для овощей и фруктов, которые заменяют пластиковые пакеты. Они очень удобны и не занимают много места. 3 сумки стоят $7. Восьмое экодействие, которое я совершаю. Я отказываюсь от говядины и молочных продуктов, потому что 14,5% парниковых газов, которые выбрасываются людьми, приходится на долю мясного производства. Именно говядины и молочных продуктов. Я отказалась от говядины и молочных продуктов и склоняюсь к вегетарианской диете. Девятое экодействие, которое я совершаю. Я не использую пластиковые трубочки для напитков. Я вам скажу, что я купила себе металлическую трубочку,
но не могу сказать, что я ей пользуюсь. Это не совсем удобно для меня, потому что я не люблю мыть посуду, и я не готова просто мыть эту трубочку всякий раз после того, как я выпила сок, или хуже того, брать ее с собой. Потому я просто отказываюсь от пластиковых трубочек, если мне их дают с напитком. Это не всегда удобно, да, может быть намного удобнее пить сок с пластиковой трубочкой, но я думаю, оно того стоит. К тому же сейчас все более и более популярными становятся трубочки из бумаги, и многие заведения предлагают их вместо обычных пластиковых. Есть трубочки из бумаги и дерева. И последнее, 10-е эко-действие, которое я совершаю, я стараюсь не использовать пластиковые стаканы. Я полностью отказываюсь от них в офисе на своем рабочем месте и просто беру с собой чашку, обычную чашку, я в нее набираю воду и делаю чай, и не использую пластиковые стаканы, потому что если посчитать, то за день можно выбросить около 10 пластиковых стаканов просто в течение рабочего дня. Также, когда я иду куда-то, я стараюсь брать с собой многоразовую бутылку с водой, как, например, это сейчас со мной. Это очень удобно, не нужно думать о том, чтобы пойти в магазин, купить воду, и к тому же затем у тебя не появляется пустая бутылка, которую нужно выбросить, которая, возможно, окажется где-нибудь на дне океана. Нельзя работать в этот день, нельзя водить машину. Для тех, кто хочет соблюдать традиции полностью, нельзя даже включать свет. Самолеты не вылетают в этот день. Люди, которые не придерживаются строгих религиозных правил, что они обычно делают? Многие улетают в путешествия, так как в это время в Израиле много праздников и можно недели на 3 куда-то уехать. Но те, кто остаются здесь, ездят на велосипедах. Этот день приносит огромное удовольствие детям и тинейджерам. Сегодня именно они хозяева всех дорог. Ролики, велосипеды, электросамокаты – вот транспорт, которым можно пользоваться сегодня. Я думаю, что мне еще есть над чем работать для сокращения своего эко-следа. Чтобы быть более ответственными по отношению к окружающей среде, нам иногда нужно пожертвовать своим комфортом, как, например, с использованием пластиковых трубочек, либо с использованием многоразовых сумок, которые нужно всегда носить с собой. Но знаете, пластик вошел в нашу жизнь не так уж давно, и, вероятно, ваша бабушка и дедушка, они не использовали пластиковые пакеты, пластиковые стаканы. Это очень маленький комфорт, но этот комфорт разрушает нашу планету. Поэтому быть ответственным включает в себя обязательное использование экологической продукции, когда у тебя есть возможность. Мне очень интересно узнать, какие ваши топ эко-товаров, какие действия вы совершаете для того, чтобы уменьшить свой эко-след. Напишите мне об этом в комментариях. Тебе понравилось это видео? Ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы продолжать эко-путешествие вместе со мной. Пока!